Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Каревы. Жизнь на Кипре». И сегодня хочу поднять очень важную тему образования, рассказать, какие университеты есть на Кипре, кто в них может учиться и какие условия поступления. Сегодня я пригласила эксперта, консультанта от университета, который занимается вопросом трудоустройства студентов. Вот она вам расскажет подробно и все расскажет. Меня зовут Аня. Здравствуйте. Очень рада сегодня здесь быть с вами. И в первую очередь, наверное, я хочу дать просто общую информацию о том, что Северный Кипр – это такое уникальное место на Земле, где присутствует большой перечень университетов. Университеты разные, международные, американские, турецкие, европейские, местные тоже, да, и есть ряд университетов, которые предоставляют скидку, грант от 80 до 100% для студентов из стран СНГ. Ань, скажи, пожалуйста, я вот как мама, у меня есть старшая дочь, подскажи, вот у меня ребенок 12 лет, учится в школе, и я задумываюсь о том, чтобы она получила образование. Я мечтаю, чтобы у моего ребенка было образование такого образца, чтобы она в любой стране могла найти себе работу, чтобы ей не приходилось подтверждать свой диплом, чтобы она была свободной и была свобода выбора у нее. Подскажи, вот что мне сейчас делать? Мгм. Да, действительно, в первую очередь, конечно, не сколько сами студенты хотят здесь учиться, они еще не совсем, ну, они еще где-то дети, да, после школы, они могут не совсем понимать, зачем же им международный диплом. После того, как вы заканчиваете университет здесь, на Кипре, студент получает международный диплом. С этим дипломом он признается во всем мире. То есть студент может поехать. Уже мы понимаем, да, что отучившись 4 года здесь, у него уровень английского языка будет очень хороший, плюс международный диплом. То есть он может поехать в любую страну мира, Европы, Америки, Канады, Австралии, куда он хочет, и с его уровнем английского языка он будет уже востребованным специалистом, который изначально уже претендует на хорошую работу с достойной оплатой. А не это ли нужно всем родителям, чтобы будущее их ребенка было обеспечено? Да, именно так. Аня, расскажи, пожалуйста, что нужно, какие документы. Вот человек учится в 11 классе и хочет поступить в университет. Что ему нужно готовить, что ему надо знать? Мгм. Ну, смотрите, да, значит, поступать в университет можно после 11 классов, после среднего специального образования, либо после неоконченного высшего. То есть вы сразу понимаете, что если вы уже учитесь, еще не все потеряно, да? Вы можете просто перевестись, учиться из своей страны, из своего университета. Вы переводитесь в университет на Кипре и уже заканчиваете обучение и получаете международный диплом. Что вам для этого будет нужно? Вам нужно всего лишь подать заявку на нашу почту, которую мы оставим в комментариях под этим видео. И всего лишь 2 документа. Это паспорт, там, где ваши данные на латинском языке, и аттестат, переведенный на английский язык с вкладышем оценок, заверенный нотариально. Всего лишь 2 этих документа вы нам высылаете, мы подаем запрос в университет, и уже через 48 часов вы получите ответ, какой грант 80, 90 либо 100 университет готов вам дать. Грант – это скидка. Студенты, которые учатся на Северном Кипре, получают скидку от университета.
от 50% до 100%. Ань, расскажи, пожалуйста, человек, если обратиться к вам, какую скидку он получит, и если он напрямую позвонит в университет и будет сам делать какие-то вот вопросы решать. Мгм. Да, смотрите, такая ситуация, что вы можете напрямую позвонить в любой международный отдел университета любого, или вы можете даже, живя здесь или приехав сюда специально сами поехать в университет, но максимальную скидку, которую вам предоставят, это 50%. Если вы обратитесь к нам, то в нашу услугу входит гарантированно, то есть гарантия это точно 80, 90 либо 100. Вот, то есть гарантированно получите скидку от 80 до 100%. Ань, а сколько стоит обучение на Северном Кипре в университетах? Смотрите, средняя стоимость обучения где-то 5500 за год. Учиться нужно 4 года. И потом еще 2 года магистратура по желанию. Это специальности, ну, такие общие, допустим, как туризм, гостиничный бизнес, экономика, менеджмент, дизайн, интерьера. То есть это вы уже делаете запрос, и мы вам помогаем выбрать специальность. Есть медицина, есть стоматология, но на нее цены гораздо выше, порядок обучения. Ань, подскажи, что входит в вашу услугу, помимо вот гарантированного поступления со скидкой 80-100%? Что еще вы оказываете студентам? Мгм. Какие услуги? Мы на самом деле не оставляем наших студентов, как только они получают эту скидку. Мы сопровождаем вас от момента подачи заявки до получения диплома. То есть что сюда входит? Мы помогаем вам определиться со специальностью, подаем документы в университет, гарантируем получение гранта от университета для вас. Затем мы встречаем вас в аэропорту, мы отвозим вас в университет. Ну, то есть вот первые шаги, которые нужно сделать, потому что вы здесь первый раз, мы вас сопровождаем, либо подсказываем, где что и как сделать. Затем мы также помогаем оформить студенческую визу. И любые вопросы в процессе обучения, возможно, где-то там экзамен пересдать надо, либо еще что-то, да, то есть, где-то в университете договориться, что-то устроить. Бытовые вопросы, снять жилье. Жилье, да, я замечу этот момент, что проживание в грант не входит, стипендий здесь тоже нету. То есть проживание, питание – это уже все полностью за свой счет. И если вы выбираете вариант проживания в общежитии, то мы помогаем устроить этот вариант. Если же вы хотите снимать квартиру, жить отдельно, это мы тоже можем помочь, но за дополнительную оплату. Ань, подскажи, с какими оценками можно поступить в университет на Северном Кипре? О, этот вопрос интересует уже, кстати, в первую очередь студентов, а не их родителей. Но, конечно, когда все узнают ответ, то очень счастливы, как дети, так же родители, потому что аттестат не важен. Здесь вот, как ни странно, важно, что вы студент из СНГ. Вот, значит, вы можете поступать хоть с одними тройками, но вы тогда получите грант 80%. Если через вас, то Да, если через нас. Я сейчас говорю условия через нас. Если у вас аттестат хороший, там четверки, пятерки и там 1-2 троечки, то можете быть уверены, что грант 100% вам может обеспечен быть. Угу. Скажи, пожалуйста, какой уровень английского языка должен быть у поступающего студента? Угу. Уровень английского языка – это тоже очень такой самый распространенный вопрос. А на самом деле вообще его может не быть, даже если у вас его нету, потому что грант включает в себя 1-2 семестра
подготовительных курсов английского языка. То есть вам не надо сдавать никакие вот эти ТОЕФ, ну там, ну короче, вот эти Сертификат, да, получать. международные экзамены английского вам сдавать никакие не надо. Вы просто приезжаете сюда, сдаете в университете тест по английскому языку, и в зависимости от того, сколько баллов вы набираете, вы либо начинаете учиться сразу, либо вы 1-2 семестра остаетесь учить английский язык, и потом начинаете уже учиться на той специальности, которую вы выбрали. Анечка, скажи, пожалуйста, вообще какой интерес вот государству Северного Кипра, правительству есть и институтам давать такие гранты студентам? Чем они заинтересованы, вот интересно? Почему они идут на такие условия? Вот у тебя очень корректный вопрос, потому что мы, когда разговариваем, даем консультации, все так выслушивают условия, то, значит, бесплатно, это там скидка, это вы там еще английский входит, и то входит. И такие, а в чем подвох вообще, да? Почему такие шоколадные условия? Ну, опять-таки, это все в первую очередь связано именно с тем, что это Северный Кипр. Почему? Потому что здесь как-то законодательство устроено таким образом, что университету дают поблажки, льготы в налогах, если они привлекают иностранных студентов. Вот, поэтому они заинтересованы в том, чтобы иностранные студенты приезжали, учились здесь. Может быть, таким образом они увеличивают Это статус как страны? развитие туризма. Это статус страны такой, да? Да, это приравнивается к развитию туризма. На Северном Кипре это очень поощряется, поэтому государство дает скидки в налогах. Здорово. Так, скажи, пожалуйста, в каком университете ты работаешь? И вообще расскажи, какие университеты есть, так в 2 словах, какие специальности можно получить? Университетов здесь много, и они как-то тут чуть ли не каждый год открываются новые. Смотрите, здесь есть разные университеты, есть технические, есть гуманитарные, есть спортивные, медицинские, очень-очень разные. Специальности где-то пересекаются, где-то есть только уникальные специальности. Самые известные университеты, которые здесь так вот сходу можно вспомнить, перечислить, это Final, ГАО, Восточно-Средиземноморский, Кипрские университеты и еще там ряд. Не все университеты, кстати, дают скидки. Вот. И конкретно наша фирма, наша организация является представителем университета Final International University. Он открыт с 2015 года здесь, на Северном Кипре. И какие там профессии можно получить? Профессии на самом деле достаточно разные, начиная от преподавателя языков, ну то есть учителя, да, учитель английского, учитель турецкого, учитель дошкольного, учитель школьного, разные инженерия, специалисты такие технические, да, потом дизайн, экономика, менеджмент, управление. Медицинские специальности есть тоже. Юристы, наверное, бухгалтера, экономисты. Юристы, экономисты, психологи. Да. Кстати, да, психологи тоже есть. И есть медицинский, есть стоматолог, фармацевт также. Супер, да. Здорово. Это вот в Гирне есть такой университет, где я же мечтаю, чтобы стоматологом у меня ребенок был. У меня была белоснежная улыбка. Есть. Анечка, еще такой вопрос. От чего зависит получение гранта? 80% дадут или 100%? Смотрите, в первую очередь на этот показатель влияют 3 фактора. Первый – это из какой вы страны. Второе – на какую специальность вы хотите поступить. И третье – какой у вас аттестат, все-таки оценки. Да? То есть почему?
Объясняю, потому что количество грантов ограничено. На каждую страну, на каждую специальность выдается определенное количество грантов 80, 90, 100. И, соответственно, что если вы подходите по специальности, аттестату, естественно, вам в первую очередь дают 100. Но они же могут закончиться. Если спрос большой на такую специальность, допустим, как туризм, да, там всегда большой спрос, и студенты подают, они гранты раздают 100%, 100, 100, 100, они заканчиваются, они начинают 90 раздавать, хотя по характеристикам вы бы могли и 100 получить, но они уже закончились. Поэтому чем раньше вы понимаете, что вы хотите поступить, тем раньше надо подавать заявку. Вот. И получается, что от страны почему зависит? Потому что если в университет поступает очень много студентов из определенной страны, например, из Казахстана, да, то стараются регулировать, чтобы не было только одной национальности в университете, чтобы, по чуть-чуть всех было, да, и, соответственно, они, допустим, студентам из той страны, которых уже много, они дают грант, меньше, да. Если вы из России, Белоруссии, Украины, то здесь этих студентов любят, поощряют, их здесь меньше всего, поэтому очень большая вероятность, с хорошим аттестатом, если там не одни тройки, да, что вы получите грант 100%. Значит, на первом месте страна, на втором месте специальность, да, потому что количество грантов на каждую специальность также ограничено. И на третьем месте это, конечно, аттестат, то есть вы можете поступить хоть с одними тройками, но вы получите максимум тогда 80%. Если аттестат будет хороший, четверки, пятерки, то грант будет 100%. Ань, еще ответь, пожалуйста, такой на последний вопрос. Как вообще ты считаешь, и что говорят окружающие люди о самом образовании? Насколько оно сильное, насколько получится такой специалист хороший, программа насколько качественная? Смотрите, вы понимаете же, да, что все на самом деле зависит от самого студента. Ему материал дают, его обучают. И человек, насколько хочет, он берет и усваивает сам. Да? То есть получается здесь вообще американская система образования, то есть это студент сам себе выбирает те курсы, которые он хочет изучить, и более того, он себе даже сам может построить график обучения, он может себе освободить несколько дней в неделе и вообще не будет учиться. И здесь максимально по 5-7 студентов в группе. То есть здесь очень индивидуальный подход к обучению. С таким подходом, вы сами понимаете, можно стать очень хорошим специалистом, если вы будете сами этого хотеть. Я могу сказать, что по отзывам наших студентов и их родителей, они очень довольны, то есть у нас вот есть, допустим, мама, она прям в восторге, дочка учится, дочка счастлива, дочка довольна, она уже знает хорошо английский, у нее много друзей, у нее друзья со всех стран мира, вот, дочка счастлива, мама счастлива. Я также вот спросила, но также хочу ответить, что я знаю, что университеты не входят в топы университетов мира. Я раньше консультировалась с людьми и разговаривала. Знаю, что здесь университеты не самые сильные, которые есть, мировые университеты. Поэтому рассчитывать на то, что тут получит супер такое образование, будет суперспециалист, не стоит. Это вот я говорю то, что я знаю. Но также я приведу пример. Вот у меня сосед, он мне рассказывал,
рассказывал буквально пару дней назад на пляже свою историю, что вот он купил квартиру, здесь жил сын, и сын 4 года учился. Далее сын поехал в Россию, отучился там пару лет в университете, и сейчас он работает в фирме, и он полностью отвечает за отдел, который работает с международниками. И сына очень ценят, потому что у сына есть очень хорошее знание языка. И сын как-то так, именно тут и обучение настолько какое-то так налажено, что у него очень хорошая связь, он понимает, у него менталитет уже этого иностранца, и он с иностранцами находит общий язык. Вот, потому что он здесь жил 4 года с иностранцами, с разными. И он говорит, его как специалиста очень ценят, и у него очень хорошая зарплата. Поэтому он не жалеет, что здесь его сын учился, и вот он хороший специалист в своей сфере. Итак, друзья, сегодня Аня рассказала вам про университеты, какие есть на Кипре, какие можно специальности получить и на каких условиях. Спасибо, Аня. Спасибо, что пригласили. Если кого-то заинтересует эта информация, для кого-то может быть актуальна она, то вы, пожалуйста, пишите нам, мы оставим вам Анины координаты, также мы внизу оставим ссылку в Инстаграм Анин, и все вопросы по обучению вы можете узнать более углубленно с ней, поговорить, она вам все расскажет, доложит. Спасибо, что были с нами, что вы нас смотрите. Пишите ваши вопросы, отзывы. Может быть, вы закончили университет на Северном Кипре или ваши родные. Пишите, все очень интересно. Мы собираем всю информацию для людей, для вас, чтобы было максимально полезно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. До свидания.